Так, я надеюсь, все заценили мой фартук, которого почти не видно в кадре. Ну, да ладно. Как-нибудь переживем, да? М, Пошла жизнь. Вы наверняка много где видели уже эту обложку. Возможно, вы уже прочитали. Но если нет, давайте сделаем домашку. А если да, давайте просто немножечко разберемся, что же это все было такое. Зачем нам делать домашку? Да просто потому, что в книге затронуто очень много чувствительных тем и очень много понятий, с которыми знакомы не все. Вот вам первый пример прямо в тему. Вы знали, что термин «традвайф», который вроде бы про фартуки и закваску, на самом деле родом из инцельских пабликов. Это не я придумала, это в одном из интервью наша авторка Каро Клэр Бёрк рассказала сама. А она как бы делала глубокий research, да? Поэтому предлагаю погрузиться. То есть даже слово, которым называют героиню книги, несет в себе гораздо больше контекста, чем кажется на первый взгляд. Так вот, если вы уже в теме, если вы знакомы с понятиями инцел, традвайф, мизогиния, моносфера, если вы знакомы с подкастом Diabolical Lies, знаете, кто такие Нара Смит, Ханна Нилман, Руби Франки, о которой не очень много говорят в русскоязычном сообществе, вот прямо сейчас можете выключать и встретимся во второй части, которая обязательно будет. У вас освобождение от этого выпуска благодаря вашим неприятным рекомендациям в ваших соцсетях. С вас на этом достаточно. Но это не освобождает вас от подписки, лайка, вот это все, шер, репост. Давайте, засчитается вам в карму. А если вы не знаете всех вышеперечисленных понятий, но планируете читать Yesteryear или уже прочитали, пожалуйста, оставайтесь, присаживайтесь. Для тех, кто остался, обещанная домашка. Пройдемся быстренько. Сначала разберем словарик. Incel — сокращение от involuntary celibate, невольный целибат. Изначально нейтральный термин из 90-х, который, кстати, к себе применила девушка. Сегодня же это обозначение мужской интернет-культуры, где неудачи личной жизни превращаются в ненависть к женщинам и к обществу. И это люди, которые считают, что у них есть права на секс, на женское тело, и что женщины необоснованно запрещают пользоваться своим телом, и что они распоряжаются сексом. Следующее наше понятие. Моносфера — это зонтичный термин для сети сообществ, где инцелы только один из его обитателей, где рядом с ними живут пикаперы, мужчины-правозащитники и прочие персонажи с большим количеством обид на мир и, в первую очередь, на женщин. Мизогиния. Собственно, сама ненависть или презрение к женщинам, которой страдают не только мужчины, но очень часто и женщины, и в таком случае это называется внутренняя мизогиния. Традвайф. Этот термин мы уже немножечко затронули. Это женщина, которая демонстрирует в соцсетях патриархальный уклад. Дом, послушание, много детей. И, как мы выяснили, растет этот термин из очень неожиданной почвы. Но для данного термина важна именно демонстрация, так как без соцсетей термина просто не существует, как и самих традвайф. Строго говоря, это код Шрёдингера такой. Самые популярные из них зарабатывают настолько большие деньги, что теряют ту самую традиционную женскую роль, которую транслируют. То есть они становятся добытчиками в семье. С другой стороны, откажись они от соцсетей, они перестанут быть традвайф. Ведь они перестанут нести благую весть в мир. То есть получается, что состояние определяется только в момент наблюдения. Пока камера включена, кот жив или жена Шрёдингера жива. Люди и медиа. Начнем с медиа. Diabolical Lies — это подкаст про поп-культуру и политику, который ведет
наша прекрасная авторка Каро Клэр Бьорк. Браво! Обожаем ее. Да, та самая авторка книги, которая вот стоит у нас здесь уже на полочке. И ведет она этот подкаст со своей сведущей, и, ну, я не уверена, но вайбы у них дружеские. Так что я надеюсь, что они подружки, они очень крутые. Я просто обожаю их обеих. Соведущая Кэти Гати Тасин, авторка книги про денежки, авторка большого-большого блога и многих эссе и тому подобное. В общем, деньги и женщины в этом капиталистическом патриархальном мире. 2 раза в месяц они обсуждают вот такие темы в микрофон, о которых написано, собственно, в Yesteryear. Так что книгу Yesteryear можно смело считать художественным высказыванием на тему. Кстати, первый же выпуск Diabolical Lies у девочек на какую бы вы думали тему? Правильно, первый же выпуск у них о Балерина Фарм. Собственно, кто такая Балерина Фарм? И на минуточку быстренько опишем, кто такая Нара Смит. Это те самые узнаваемые тредвайф-инфлюенсерки в ТикТок и Инстаграм. Эталон эстетики. Готовлю с нуля, воспитываю детей, улыбаюсь миру, рожаю, не останавливаясь. Нара Смит — это такая эстетика 50-х, а Ханна Нилман вечно в таких платьях прерий, достаточно закрытые, бохо, стилистические корни, в общем, которых она черпает в 19 веке. На данный момент Нара Смит нас интересует меньше всех, поэтому давайте начнем с нее. В 18 лет Нара вышла замуж за Лаки Блю Смита, модель Мормона. На данный момент родила ему, кажется, 3 детей, если я ничего не путаю. Периодически в очень красивых платьях с укладкой, с полным макияжем готовит жвачки, сникерсы, кока-колу, хлеб на закваске, from scratch. И все это озвучивает вот таким голосом, и вы наверняка это видели когда-то в Инстаграме. На данный момент Нара Смит не причисляет себя ни к какой из конфессий, хотя, как я уже упомянула, ее муж мормон. Хотя периодически в сторис они говорят, что вместе ходили в церковь, но не упоминают в какую. Но в какую церковь может привести ее муж-мормон? Даже не знаю. В ее Инстаграм периодически появляется книга мормонов. Тоже. Не знаю, на какую религию она могла бы намекать, но суть в том, что она декларирует, что она не тредвайф и что она ищет, к какой бы конфессии она могла себя причислить. Но было бы на самом деле странно, если бы Лаки Блю Смит все-таки ее затащил в мормонство, потому что это исторически самая расистская церковь. И, собственно говоря, она совершенно точно не прототип главной героини Нетали из Yesteryear. Но это имя пока что нам нужно держать в голове, потому что нам это немножечко позже понадобится. Давайте перейдем к Балерина Фарм. Я думаю, что справедливо к самой знаменитой тредвайф-инфлюенсерше, к Ханне Нилман. Родилась в мормонской семье. Ее родители — это такой средний класс, рабочие люди. У них 9 детей, Ханна одна из них. Начинала она немножечко с фермы, но вообще-то с балета. Училась она в Джулиарде, одной из самых престижных музыкальных и в том числе танцевальных школ мира. Это элитарный нью-йоркский вуз, в котором абитуриентов на место больше, чем в Гарварде. То есть туда поступить сложнее, чем в Гарвард. Там же, будучи студенткой, она встретила Дэниела Нилмана, сына основателя авиакомпании JetBlue, и уже через несколько месяцев знакомства вышла за него замуж. Забеременела она еще во время учебы. По ее собственным словам, стала первой студенткой Джулиарда в современной истории, забеременевшей во время учебы. Дальше пара уехала в Бразилию по работе мужа.
которую ему подкинул папа, где случайно они открыли для себя фермерскую жизнь, остановившись в отеле-ферме и, вернувшись в США, купили 328 акров земли в Юте. Так, в 2018 году родилась Балерина Фарм. Семья мормонская, детей снова 9, и рожает Ханна дома без обезболивания. По крайней мере, первые 7 раз было так, а дальше она удивлялась: ничего себе, разве так можно, вау. В 2023 году она выиграла конкурс «Миссис Америка». Через пару недель после родов поехала на «Миссис Мира». И это тоже часть ее публичного образа. Не просто домохозяйка, но еще и действующая королева красоты. Важный факт для контекста. Одним из первых, кто вывел Балерина Фарм в более широкую политически заряженную орбиту, была Turning Point USA, организация Чарли Кёрка. Если вы не знаете, кто такой Чарли Кёрк, я вам завидую, но, пожалуйста, погуглите. Turning Point продвигали аккаунт Ханны как образец истинно американского образа жизни, и это стало одним из первых серьезных толчков к ее известности за пределами ее органически выросшей аудитории в Инстаграм, которые были просто поклонниками ее фермерского контента. И вот последняя деталь, которую я обязана вам напомнить. В июле 2024 года о Ханне вышел большой скандальный профайл в британской Sunday Times. Журналистка провела день у нее дома, и статья показала нам более правдивую сторону этой жизни и менее глянцевую, вплоть до того, что Ханна периодически настолько истощена, что неделями не может встать с постели. И это были слова ее мужа. Статья взорвала интернет и стала главной точкой, из которого слово «традвайф» вообще вошло в массовый оборот. Не знаю, как вы, но я о Ханне узнала именно тогда. Собственно, как и об этом явлении. Я не ее семейный терапевт, я не терапевт Ханны, и самолично она говорит, что у них отличная семья, но мне ее муж и его поведение, особенно вот в вышеупомянутом интервью, кажется большим красным флагом. Из ТикТока Микки Кэндл, который цитируется в первом же выпуске Diabolical Lies. Посмотри, что они делают с этой белой привилегированной женщиной и как она используется системой. А это женщина, которую они обожают. Представь, что они сделают с тобой. У Балерина Фарм бывают и вполне реальные проблемы, не только проблемы с глянцевостью картинки. Недавно был скандал со свежим, то есть не пастеризованным молоком. Летом 2025 года инспекторы штата Юта нашли в молоке фермы повышенное содержание колиформных бактерий. В эту группу как раз входит наверняка известная вам кишечная палочка. После этого продажи raw milk, сырого молока, резко остановились. Так просто, видимо, что-то случилось. Семья утверждает, что это было простое бизнес-решение, а не реакция на провальные тесты. Но независимые журналы прямо связывают эти два события между собой. По-моему, вполне логично. И отдельно о фермах. Это то, чего я не нашла именно применительно к Балерина Фарм. Так что подчеркиваю это как отдельную от Ханны Нилман проблему, но очень важную для нашей книги. Фермы вроде этой, напомню, 328 акров, это около 186 наших стандартных футбольных полей. Не американского футбола, а соккера. Физически такие фермы не могут работать силами одной семьи. И наемный труд, в том числе труд мигрантов без документов, это обычная часть индустрии, которая просто никогда не попадает в кадр красивого Инстаграма. И вот на этой ноте мы переходим к моей любимице Руби Франке. Это совсем другая история, гораздо более мрачная. Это мам-блогерша, чей канал 8 пассажиров
показывал строгое воспитание, а оказалось, что это просто насилие над детьми, вскрывшееся, когда один из ее сыновей сбежал из дома. Но давайте по порядку. Руби тоже родилась в штате Юта, тоже в семье мормонов, и она старшая из всего 5 детей. Ладно, я смеюсь, потому что у меня 2, мне кажется. В общем, она старшая из 5 детей, и вся ее семья медийна. Все ее сестры и даже родители ведут блог в YouTube. А поступив в интернет, Руби вывесила список требований к своему будущему мужу на дверь своей комнаты общежития. Она времени зря не теряла. Всем этим требованиям очень постарался удовлетворить Кевин. Они обручились через пару недель знакомства, поженились тут же, что, собственно, типично для мормонской культуры ранних браков. В 2015 году, будучи беременной 6-м и последним своим ребенком, Руби запускает канал «8 пассажиров». То есть 6 детей, 2 взрослых, 8 пассажиров. Изначально это была просто хроника жизни большой семьи. Канал расцвел, семья стала зарабатывать хорошие деньги и приобрела популярность. На пике имелось более 2,5 миллионов подписчиков. Май 2020-го. Первая трещина в глянце. Чат, второй по старшинству. Разыграл своего младшего брата, сказал, что семья едет в Диснейленд, за что Руби лишила его спальни. Он спал на кресле-мешке в подвале 7 месяцев. А Руби объяснила это на камеру простой логикой. Если что-то мы забираем, значит, ребенок показал, что он не готов этим распоряжаться. И полгода — это минимум для исправления. Видео стало вирусным и вызвало просто шквал отписок. Они потеряли 90% своих контрактов, 90% своего дохода, и просто империя начала рушиться в считанные дни. Примерно в тот же период в семье появляется Джоди Хильдебранд, терапевт и коуч по отношениям, ведущая программы Connections. Хотя вообще-то это секта, но да ладно. И терапевтом она была, в общем-то, лишенным лицензии, но тоже ладно. Ну или не лишенным, а ей приостановили лицензию. Со временем Джоди становится не просто консультантом, а близкой подругой и бизнес-партнершей Руби. Настолько близкой, что они начинают жить вместе. А вдвоем с Руби они убеждают Кевина, что он опасен для семьи из-за придуманной зависимости от порно. И вынуждают уйти его из дома. В 2022 году канал полностью замолкает, Руби удаляет все видео. Зрители расценивают это как эффект отмены, но на деле все серьезнее. Руби к этому моменту уже глубоко внутри системы Connections, а младших детей регулярно увозят за сотни миль от дома в дом Джоди. Все это время Кевин не видится с детьми. Собственно, дети изолированы от внешнего мира, их также забрали из школы. Соцслужбы Юты за этот период получают немало сигналов, проводят проверки благополучия, но каждый раз не находят достаточных оснований для вмешательства. 30 августа 2023 года кульминация. 12-летний Рассел сбегает через окно дома Джоди и стучится к соседям. Истощенный, с открытыми ранами, со скотчем на руках, на ногах, в общем, в ужасном состоянии. Стучится к соседу. В доме, откуда сбежал Рассел, находят его 9-летнюю сестру. Она сидит в темном чулане с обритой головой. Ее, по-моему, то ли 4 часа, то ли 6 часов ее уговаривали выйти сотрудники соцслужбы. Это просто ужасные кадры, насколько довели детей. Опять же, если вы ничего не слушали, не слышали об этом деле, обязательно посмотрите, вообще обратите свое внимание на эту историю. Она, правда, ужасающая, я вам только хайлайты подсвечиваю, в общем. Руби и Джоди арестованы в тот же день. Вскоре Кевин подает на развод. Сестры дистанцируются от нее публично в своих заявлениях. В декабре 2023 года Руби признает вину по 4 эпизодам из 6, идет на сделку, соответственно, получает 4 последовательных срока.
за каждый из которых она получает от года до 15 лет. Но максимум это 30 лет в штате Юта, а точный срок будет определять комиссия по УДО. Джоди получает идентичный приговор. В январе 2025 года выходят мемуары Шари Франке «Дом моей матери», которые я вам тоже невероятно советую. Эта книга написана очень красиво, очень страшные вещи там описаны. Шари Франке — это старшая из 6 детей Франке, и она большая молодец. Помимо того, что она очень талантливая девочка, она очень смелая, потому что она рассказала все это. Она рассказала свою жизнь и что происходит с детьми, над которыми происходит регулярное насилие. И она очень борется за спокойную жизнь своих младших братьев и сестер. Невероятная девушка. Но если вы будете читать ее книгу, все равно держите в голове, что это все еще девушка, которая ходит в мормонскую церковь. Она от церкви никак не отказалась. После ареста матери Джоди Шари прокомментировала это коротко фотографией полицейской машины у дома с подписью «Наконец-то». В мемуарах Шерри также намекает на романтическую связь Руби и Джоди, при том, что обе женщины публично осуждали квирность в своих видео для Connections. В марте 2025 года развод Руби и Кевина официально завершен. Кевин получает опеку над 4 несовершеннолетними детьми, хотя лично у меня огромное количество претензий к Кевину, но на данный момент это кажется меньшим из зол. Крючок на Тинтра Драйв. Если наша Натали главным образом построена на Ханне Нилман и Руби Франке, то почему я вообще упомянула Нару Смит? Зачем? В чем дело? Что такое? Дело в ее юном возрасте и в том, что она транслирует, и в том, на какую аудиторию она играет и влияет. Прямо сейчас в американском ТикТоке просто настоящий бум. Не просто на Традвайв, а на Тин Традвайв. Девочкам по 18-19 лет они рассказывают, что даже не планируют идти в колледж, как Ханна и Руби, которые там хотя бы, Руби хотя бы первый год там отучилась или хотя бы поступила. Наши Тин Традвайв рассказывают, что не идут в колледж, не планируют идти на работу, а прямо из родительского дома выходят замуж и начинают рожать. Или не обязательно рожать, а просто служат своему мужу. А в чем, собственно, проблема? А проблема в идее и в том, откуда она взялась и куда она нас приводит. Но давайте по порядку. Мормонский алгоритм. Вы смотрите это видео на русском языке, а значит, к вам наверняка хотя бы разок стучались в дверь со словами «Не хотите ли вы поговорить о Боге?» Да, скорее всего, это были свидетели Иеговы. Но миссия у большинства христиан общая — нести благую весть, звать неверующих в церковь. Логично, что с приходом интернета эта миссия должна была утечь и в сеть. Но почему именно мормоны оказались настолько в этом успешны? Почему 2,5 из наших самых успешных традваев — это мормонки? 15 декабря 2007 года Мелвин Рассел Баллард, апостол и член кворума 12 апостолов церкви ЛДС, выступил на выпускной церемонии университета Бригама Янга на Гавайях с речью «Sharing the Gospel using the Internet». Он призвал студентов и верующих активно идти в блоги и соцсети, чтобы формировать образ церкви самим, а не оставлять это поле для критиков. В 2007 году, то есть мормоны получили институциональное благословение на построение личного бренда за 5 лет до того, как это вообще стал кто-то воспринимать всерьез. Но одной речи мало. Почва была подготовлена задолго до этого.
У мормонов есть своя богословская традиция — вести дневник, документировать жизнь для потомков. То есть привычка фиксировать себя, и эта привычка была встроена в культуру еще очень доинстаграмные времена. Дальше это чистая механика. Ранний брак, много детей — это буквально то, что обожает алгоритм соцсетей. А еще, как выяснилось, в одном из расследований церковь ЛДС годами напрямую платила своим топовым инфлюенсерам за контент, который выглядел как невинный пост про доброе дело, а по факту работал непрямой рекламой самой церкви. Добавьте к этому, что структура церкви сама по себе почти зеркалит структуру сетевого маркетинга. Формально легальной модели, которую, тем не менее, часто критикуют за пирамидные черты. Отсюда и вечное соседство тредвайф-контента с рекламой БАДов и ссылками на курсы, чек-листы и так далее. Главное, карьера через камеру не читается как измена традиционной роли, в отличие от офиса. Как формулирует один историк, инфлюенсинг — это способ работать, не бросая вызов патриархальному укладу. Вот и весь секрет. Мормонки не просто оказались в нужное время в нужном месте. Их буквально благословили туда пойти первыми. Почему это вообще выстрелило именно сейчас, спустя почти 20 лет после речи Балларда? Весь мир в кризисе, и современные модели жизни для женщин просто не работают. Не то чтобы эти модели когда-то работали, но сейчас, благодаря интернету, стало отчетливо видно, что вы просто не можете иметь все сразу. Карьеру, свою личность, отношения с мужем и детей. Вырастить ребенка в Америке, кстати, стоит в среднем 23-28 тысяч долларов в год. А в дорогих штатах цифра доходит до 40 тысяч. И вот параллельно всем этим пожарам вы видите в соцсетях красивую идею. Платье, деревня, чашка свежего молока, готовка from scratch, куча детишек. И все кажется сильно проще. Я буду служить мужу. И это не выглядит как поражение, это выглядит как отличная идея. Пока я готовилась к этому видео, я сама думаю, поехали в деревню, купим корову, я буду вести об этом блог. Ну, это правда так работает. Мои доли лобные сформировались, но это работает даже для меня. Хотя, имея 2 детей, авторитетно могу заявить, это самое сложное, но самое прекрасное, что происходило со мной. Твой организм из маленькой клетки создает человека, потом еще полгода этот человек выживает только благодаря тебе и питается твоим молоком. Ну, то есть я в курсе про ИВ, но я имею в виду саму возможность тела твоего. В этот момент, казалось бы, можно почувствовать невероятную силу. И в целом быть родителем — это быть немножечко богом. Ты решаешь, что будет есть этот человек. Ты решаешь, что ему носить, где ему спать. Скажешь ему, что в озере живут динозавры, он тебе поверит. Скажешь, что Земля плоская, он не будет проверять. В общем-то, и далее по списку. Поэтому продать идею красивого материнства не так уж и сложно. Но где в этом всем отцы? Они добытчики, их дело. Поесть, помыться, принести домой денег, сесть на диван. Но что, если он зарабатывает недостаточно? Что, если он после 15 лет брака решил, что ему надоело? Что, если он влюбился в другую или в другого? Что, если его жизнь внезапно оборвалась? Где в этом всем защита матери, жены, детей? Или об этом кричат только эти негодницы, либералки, феминистки, заблудшие души? Кэти Гати Тассин, соведущая Бёрк по подкасту Diabolical Lies, в своей статье на платформе Money with Katy, это ее персональный блог про деньги и власть, пишет прямым текстом. Женщины после развода в 3 раза чаще мужчин оказываются за чертой бедности.
Каждая шестая переживала экономическое насилие, а каждая третья признала, что оставалась в отношениях только потому, что физически не могла себе позволить уйти. И это не единичный голос. Социолог Марика Линдхольм, основательница платформы для поддержки матерей-одиночек ESME, в статье для Psychology Today называет весь тренд Redwife рискованным шагом назад и приводит цифру. Доход женщины в среднем падает на 41% после развода. А еще от 35 до 50% браков в США заканчиваются разводом, и каждый год овдоветь успевает 1 миллион женщин. Естественно, о плохом мы не любим ни говорить, ни слушать. Соответственно, и алгоритм не любит. Да и кому из нас нравится клише? Злая женщина. Ладно, мне нравится. На этом домашка окончена. Берегите себя. А во второй части переходим к самой книге. Ждите, подписывайтесь, лайк, шер и репост. И расскажите, что вы обо всем этом думаете и как нам жить? Потому что у меня ответов 0. Давайте, все хуйня новый. Калифорных. Учение от Involuntary Celibate.